Ты знал, что 56 лет тому назад, в 1969 году, правительство приняло решение о строительстве нового автомобильного завода по производству большегрузных автомобилей. Лидер отечественного автопрома, конечно же, промышленный гигант КАМАЗ. На данный момент КАМАЗ считается одним из крупнейших заводов в Европе. Его площадь 57 квадратных километров. И находится он в замечательном городе Набережные Челны. Ну а сегодня мы с вами рассмотрим историю КАМАЗа на примере масштабных моделей. В 1976 году был выпущен первый грузовик КАМАЗ. Вот этот вот 5320. Вот так вот выглядел первый грузовик от компании КАМАЗ. Кстати говоря, интересный факт, что первую модель, настоящего автомобиля, собирали вручную, без использования конвейера. А уже в 1986 году, через 10-11 лет, был выпущен миллионный грузовик. Данная модель у нас частично выполнена из металла, частично выполнена из пластика. Кабина металлическая рама, все остальные детальки пластиковые, резиновые покрышки на колесах. Вот так вот выглядит передняя часть, соответственно, сбоку. Рабочая подвеска здесь будет. Вот, пожалуйста. И задняя часть борта откидывается у нас. И задняя часть выглядит вот так вот. Довольно интересная, уютная, так сказать, модель. Кстати, данная модель КАМАЗа выпускалась с 1976 года по 2001 год. Эта модель прям настоящий долгожитель. Также у меня в коллекции есть вот такой вот КАМАЗ. Он тоже 5320 считается, но уже модернизированный. Как бы видите, здесь фары, получается, перенесены на бампер. Это у меня, соответственно, бензовоз. Вот так вот он выглядит. Делала компания Диагостини данную модель. И вот здесь вот есть название модели. КАМАЗ 5320. Более такая поздняя версия. В 1977 году появился КАМАЗ 5511 самосвал. У меня одна из его разновидностей, модель с небольшим тюнингом, так сказать, конверсии со следами эксплуатации. И, кстати, благодаря этой модели я попал в журнал КАМАЗ, и про меня написали статью, как я занимаюсь тюнингом масштабных моделей, и вообще, что интересного делаю с моделями КАМАЗ. В 1980 году появляются полноприводные армейские грузовики 4310. Они есть различных модификаций, есть трехмостовые, есть двухмостовые, как вы можете видеть. Вот один у меня это КАМАЗ Мустанг, так называемый. Вот. Модификаций данных грузовиков армейских очень-очень много. Но у меня вот такие две модели от компании Эликон есть в коллекции. В 1989 году появился КАМАЗ 53212. У меня здесь контейнеровоз. И это удлиненная версия. Вот вы можете видеть, да, насколько первая модель была короче вот этой новиночки. Эта модельчика у меня также идет со следами эксплуатации. Здесь очень грубая антенна на самом деле сделана. Сейчас я так не делаю. Я беру антенну, обычно делаю из старой какой-нибудь щетки. Очень хорошо смотрится. Здесь уже вот такая вот. На мой взгляд, она грубоватая. Может быть, кому-то нравится. Откидывается кабина. Можем посмотреть двигатель. Так вот он выглядит. Закрываем. И сам вот контейнер такой потертый. В целом, как и в жизни мы видим такие контейнеровозы, обычно они вот в таком прям состоянии, даже бывает и хуже ездят. В 90-е КАМАЗ начал адаптацию под новые реалии, стал делать улучшенные кабины, тягачи для международных перевозок. И поставлялся, кстати, КАМАЗ в 80, даже более 80 стран мира. Я могу вам сказать такие: Куба, Вьетнам, Пакистан, Иран, Турция. И, в общем, много различных других стран. А вот этот КАМАЗ 6460 появился в 2003 году. Вы можете его помнить по фильму, сериалу, да, «Дальнобойщики», но это не тот КАМАЗ, у меня немножечко другой. Просто я решил из него сделать такую, так сказать, похожую пародию на тот КАМАЗ, который был в фильме.
Нанесены декали. Фигурка водителя в салоне. Пожалуйста. На канале вы можете посмотреть отдельный обзор, как я делал этот тюнинг. Мне очень нравится данная модель. В целом, издалека, если смотреть, то похож на прототип из фильма, но на самом деле здесь вообще использованы другие модели. Сам КамАЗ-6460 — это магистральный тягач повышенной грузоподъемности. В 2005 году было создано спортивное подразделение КамАЗ Мастер. Команда КамАЗ Мастер — абсолютный рекордсмен по числу побед в ралли-Дакар. Эти машины — сочетание инженерной мысли и духа победы. Это, кстати, главный герой гонки 2020 года КамАЗ-43509. Вот так вот он выглядит. Очень мощный, красивый. Мне прям очень нравится. И сбоку у нас, кстати, есть фамилии экипажа. Можете прочитать. В 2013 году появился магистральный тягач 5490, разработанный с участием Mercedes. Как мы видим, да, изменилась у нас передняя часть, совсем стала совершенно другая оптика передняя. Видео с тюнингом данного КамАЗа также есть на канале, можете посмотреть. Здесь у меня также есть фигурка водителя. Данная модель у меня в ливрее и Итеко, полуприцеп у нас Нефас. В 2020 году появился КамАЗ-54901. Это новая модель, поколение К5. Ну, очень изменился внешний вид, красивый, оригинальный, довольно-таки необычный. Данные модели уже были доступны даже с автоматической коробкой передач. В общем, технологии КамАЗа не стоят на месте. В 2021 году на рынок вышел КамАЗ-6595. У меня одна из разновидностей этого КамАЗа — это КамАЗ-65-952. В общем, это такие мощные самосвалы. На эту модель у меня есть отдельный обзор, делал совсем недавно, можете посмотреть. Посмотрите, какая современная уже кабина у данного КамАЗа, да? Очень красиво тоже выглядит. И давайте сравним его с первым самосвалом. Как они будут смотреться вместе. Вот так вот от простых грузовиков до современных флагманов КамАЗ прошел невероятный путь. И вы сегодня увидели часть масштабных моделей, которые есть у меня в коллекции, да. Это не все, есть еще очень много разных моделей, которые, к сожалению, у меня еще нету в коллекции, но я думаю, наверняка будут, и вам обязательно покажу. Вот такой вот сегодня получился видос про историю КамАЗа в масштабных моделях. Если вам понравился такой формат видео, напишите комментарий, а также напишите, какой КамАЗ нравится больше всего тебе. Понравился видос? Тогда с вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем самое главное, конечно же, добра.